Всем привет! В этом видео я покажу вам ферму рейдов, которую можно построить в самом начале игры и которая вырабатывает 4500 дропов в час, из которых 3000 это изумруды. Погнали строить! Для начала вам потребуется собрать эти ресурсы. Также вам понадобится один житель. Найдите океан. Ферма должна быть построена на воде в минимум 8 чанках от суши. Чем больше, тем лучше. Тогда, когда вы нашли место, постройтесь временными блоками с дна океана. С помощью сочетания клавиш F3 плюс G вы увидите края чанков. Стройтесь временными блоками примерно посередине чанка. Ферма должна быть построена в одном чанке. Вместо верхнего блока поставьте песок душ, а на него стак и 48 подмостков. Слева сверху вы можете видеть строчку из F3. Смотря на нее, можно удобно ориентироваться при постройке фермы. Поднимаемся на самый верх. Ломаем верхний подмосток и вместо него ставим временный блок. Вы должны стоять на 173 высоте. Простраиваемся тремя временными блоками в любую сторону. Ломаем 2 и таким образом выливаем лаву. Когда она добралась до воды снизу, забираем лаву, и когда грани блока земли становятся видны, выливаем воду. Забираем воду, ломаем временный блок и вместо него ставим воду. Спрыгиваем. Теперь ломаем весь булыжник на уровне ног. Далее ставим 3 блока таким образом. Формируем вход в ферму. Смотрим в сторону нос. Ставим 2 булыжника и на них вешаем 2 таблички. Ломаем подмостки и ждем, пока вода стечет. Ломаем блоки перед входом и ставим 9 полублоков. Далее убираем лишние блоки, как на видео. Ломаем эти блоки и заменяем их на плиты. Приводим сюда жителя. Закрываем его листвой таким образом. В конце ставим компостер. Поднимаем высоту домика для жителя. Теперь нам нужно убрать полублоки под жителем и заменить их на полные блоки. Вылазим с помощью ведра воды. Заменяем все блоки на полные блоки. Убираем этот блок и достраиваем домик для жителя. Спрыгиваем и ставим тут 3 плиты. На этом блоке ставим 13 подмостков. Поднимаемся. Таким образом ставим 9 полублоков. Далее формируем вход в трубу для игрока. Ломаем эти блоки булыжника и заменяем их на таблички. Также по периметру платформы устанавливаем таблички, чтобы вода не выливалась.
Заливаем всю платформу водой, формируя бесконечный источник воды. Падаем и ломаем подмостки. Заходим в трубу и ставим ламинарий до самого верха. Если вы начинаете задыхаться, воспользуйтесь этим трюком. Держите в левой руке факелы и, когда заканчивается воздух, спамьте ими по блоку перед вами. Спрыгиваем. Ломаем ламинарий и проверяем водяной лифт. Сверху простраиваемся полублоками по этой схеме. Возле этой дырки ставим полублок и песок-душ. Далее формируем склад предметов из сундуков и воронок. Ставим ряд сундуков, за ним ряд воронок. Повторяем еще 2 раза. Теперь необходимо повторить этот паттерн из временных блоков. Ставим 27 подмостков на песок-душ. Поднимаемся. Сверху вы должны стоять на 201 высоте. В любую сторону простраиваемся 3 временными блоками. Ломаем первые 2 и выливаем лаву. Забираем лаву и ждем, пока лава стечет до такого уровня, после чего выливаем воду. Собираем воду и ломаем временные блоки. Спрыгиваем. Снова ломаем временные блоки. Теперь таким образом ломаем строительные блоки. Тут ставим булыжник, рядом с ним ставим раздатчик. На блок ставим кнопку. В раздатчик кладем стоки для брони. Таким образом спускаемся ниже АФК платформы. Ломаем блок возле воронок. Ставим строительный блок на временный блок, после чего ставим еще 5 строительных блоков с помощью земли. Ломаем эту плиту, и под ней должна быть земля. Ломаем ее. Ломаем полублок и вместо него ставим раздатчик. Сверху ставим 2 временных блока и ставим наблюдатель, смотрящий в сторону песка-душ. Ставим кнопку на раздатчик и в него кладем стоки для брони. В наблюдатель направляем нитку. Обходим всю конструкцию. Ставим 2 плиты и наблюдатель. На полные блоки ставим 2 повторителя. Таким образом ставим строительный блок, а на него ставим редстоуновый факел. Временными блоками поднимаемся выше. На редстоуновый факел ставим строительный блок. Ставим еще 3 строительных блока. Поднимаемся таким образом. Ставим 4 строительных блока. Далее ставим землю, а на нее булыжник. С помощью временного блока устанавливаем сверху булыжник. Ставим еще 2 строительных блока таким образом. Ломаем временные блоки. Сюда ставим редстоуновый факел. Сверху устанавливаем 3 редстоуновые пыли. Ставим 2 повторителя, один с задержкой 2 тика, другой с максимальной задержкой.
Прокладываем редстоун, как на видео. Вот так это должно выглядеть. Простраиваемся временными блоками. Ломаем булыжник и устанавливаем липкий поршень. Ломаем еще булыжник и ставим магму. Ставим булыжник обратно. Ломаем временные блоки. Ломаем еще 2 булыжника и устанавливаем 2 поршня. Верхний поршень должен остаться неактивным. Вылазим из трубы и застраиваем за собой. Тут ставим полублок и 3 железных люка. Затем окружаем воронки стеклом, которое будет сдерживать поток воды с лутом из фермы. На этих повторителях устанавливаем максимальную задержку. Их впоследствии можно будет настраивать. Тут ставим 20 лестниц. Наверху ставим 15 булыжника таким образом. В конце строим платформу 3 на 2. Строимся вверх с помощью 4 строительных блоков. Ставим 3 лестницы и над ними кнопку. Ставим строительный блок и люк. Ставим 3 строительных блока до трубы. Теперь ставим по 5 строительных блоков вдоль трубы. Разворачиваемся и ставим еще 5 строительных блоков. Теперь застраиваем всю платформу строительными блоками. Эти блоки трубы заменяем на ступеньки. Углы заставляем строительными блоками. От каждой ступеньки ставим еще 4 строительных блока. Пустое пространство заставляем оставшимися ступеньками. С помощью временных блоков поднимаем высоту канала для мобов. Прямо перед входом в трубу ставим калитку и открываем ее. Далее строим стены для спаун-платформы высотой в 5 блоков. Спаун-пруфим крышу полублоками. Таким образом устанавливаем еще полублоки. Спрыгиваем и ставим ряд табличек. Через блок ставим еще один ряд табличек. Сверху, оставляя пространство для лавы, устанавливаем полублоки. Становимся на люк и ставим 3 временных блока. На уровне ног строим хранилище для лавы. Эта лава нужна для убийства раваджеров. Слева и справа по углам также строим такие хранилища.
Ориентируясь по люку, ставим 3 временных блока. Окружаем верхний блок булыжником. На землю ставим полублок. На полублок таким образом ставим одну лодку. Это и есть банк капитана Рейда для быстрого старта фермы. С другой стороны строим такую же конструкцию. Заливаем платформу водой. Также выливаем воду тут. Выливаем лаву в центре и по углам. Теперь нужно спуститься с фермы. Тут выливаем воду. Нажимаем на кнопки, чтобы стойки для брони встали на свое место. Стойка для брони напротив наблюдателя должна подпрыгивать, когда вы бьете другую строку для брони. Если у вас есть какие-то вопросы по поводу фермы, то заходите в описание. Там есть ответы на часто задаваемые вопросы. Если вашего вопроса там нет, то вы можете зайти на сервер в Дискорде. Знающие люди вам помогут. Чтобы использовать эту ферму, вам нужно получить эффект дурного знамения. Лучшим мечом для фермы является незритовый меч, зачарованный на разящий клинок, добычу, прочность, починку и остроту максимальных уровней. Конечно, в начале игры у вас такого меча не будет, но к этому нужно стремиться. Чтобы начать фарм, достаточно запрыгнуть в водяной лифт. Далее нужно встать в стойку для брони и смотреть в сторону Саус. Бить нужно каждые 2000 миллисекунд или 40 тиков. Рекомендую использовать автокликер, конечно же. После того, как вы убили всех разбойников, вам нужно спрыгнуть в водяной лифт и начать рейд заново, тем самым бесконечно выбивая лут. Если вы случайно умерли или просто хотите быстро запустить ферму, то вы можете воспользоваться банком капитана Рейда. Достаточно с помощью F3+B найти его хитбокс, после чего убить его и спуститься на ферму, как при обычном фарме. Если вас убивает Вексы, то вы можете поменять раскладку повторителей до 2 тиков задержки. Также советую поставить 8 лодок в следующих местах. Если вы поменяете раскладку повторителей, то вам нужно будет бить каждые 20 тиков или 1000 миллисекунд. Важная информация: ферма может не работать на серверах с модами или может работать некорректно на серверах с ядром Paper или Pufferfish. Также нужно отметить, что максимальную эффективность ферма достигает на высоком уровне сложности, и ферме нужно чуть-чуть разогнаться, так как при каждой убитой волне разбойников эффект дурного знамения накапливается вплоть до 5 уровня. Ферма может быть использована как неплохой источник опыта. Всего за 7 волн я нафармил 34 уровень и вот такое количество ресурсов. Вот такая ферма. Схематика этой фермы есть на бусте, так что подписывайтесь, вы не пожалеете. Всем пока и спасибо за просмотр.